Всем привет! Меня зовут Василя, и это канал о вязании крючком. В сегодняшнем мастер-классе мы свяжем варежки в поперечной технике. Таким же узором в прошлом мастер-классе мы вязали носки. Ссылку на мастер-класс я оставлю в описании. Конечно же, варежки вяжутся чуть посложнее, так как здесь необходимо вывязывать палец. Но тем, кто вязал носки, будет немного проще, так как они знакомы с техникой вязания данного узора. Все варежки вяжутся полностью соединительными столбиками. И сразу говорю, что соединительные петли необходимо провязывать более свободно, не стягивать. Это очень и очень важно. В мастер-классе я буду подробно показывать, как вяжется правая варежка. Объясню каждый ряд, также пропишу на экране. Левая варежка, она вяжется в обратном порядке, но для новичка будет сложно провязать в обратном порядке, поэтому ее я тоже вместе с вами провяжу, только уже не так подробно. Объясню каждый ряд и покажу основные моменты, особенно здесь, где у нас вывязывается палец. Также я в конце видео оставлю описание. Данные варежки на обхват ладони 17-19 сантиметров. Сейчас я скажу размеры. В длину 28 сантиметров и в ширину 8 сантиметров. Но варежки очень эластичные, и когда вы их одеваете, они очень хорошо тянутся, сидят на руке просто прекрасно. Также можно варежки подвернуть. Для вязания нам потребуется пряжа Alize Lana Gold Classic. 100 граммах 240 метров. Данный цвет номер 40. Здесь у нас 51% акрил и 49% шерсти. Потребуется один моток пряжи. Также крючок номер 4,5. Если вы очень туго вяжете, то берите крючок номер 5. Также игла с большим ушком. Бывают и такие металлические, либо можно взять пластиковую. И обязательно маркеры. Можно использовать просто булавку. Также я хочу наглядно вам показать разницу, как от крючка зависит размер. Эти варежки зеленые я провязывала крючком номером 5, а данные варежки крючком номером 4,5. Зеленые варежки получились такие более рыхлые, и они больше, чем голубые. Вот смотрите, они и в длину больше, и в ширину чуть-чуть больше. Поэтому, если вы хотите получить более такие свободные варежки, то можете провязывать их крючком номером 5. Итак, пряжу обычно я вытягиваю с центра мотка, нахожу кончик, но не всегда получается найти кончик. Бывает, что выходит небольшой пучок пряжи, но все же с центра вытягивать и вязать намного удобнее. Сейчас будем набирать воздушные петли. Делаем петлю, заводим крючок, захватили рабочую нить и провязываем. Данную петельку первую не затягиваем. Это будет первая воздушная петля. Далее вторая, третья, четвертая и так далее. Нам необходимо набрать 54 воздушные петли. Старайтесь воздушные петли набирать более свободно. Сильно туго их не затягивайте. Данная цепочка в нерастянутом виде. В длину у меня 32 сантиметра. У вас может быть чуть другое значение из-за разной плотности вязания. Пересчитайте воздушные петли. Вот первая воздушная петля. Считайте по вот этим косичкам. И возле крючка вот эта петля 54. Далее в конце всегда делаем одну воздушную петлю. Далее все ряды будем вязать соединительными петлями. И сразу же обращаю внимание на то, что соединительные петли необходимо провязывать более свободно.
Вводим крючок во вторую петлю от крючка, первая во вторую, вытянули петлю и протягиваем через петлю на крючке. Так провязывается соединительный столбик. Вот эту крайнюю петлю необходимо отметить маркером. Очень часто забывают провязать последние петли, так как они в конце прячутся, и поэтому я рекомендую отмечать их маркером. Далее вводим крючок в следующую петлю и провязываем соединительный столбик. Довязываем до конца ряда. В первом ряду будет 54 соединительных столбика. Провязываю последнюю петлю в первом ряду. Тянем за кончик нити и затягиваем здесь петлю. Где кончик нити? Это у нас будет низ варежки. С этой стороны у нас будет верх. В конце всегда во всех рядах делаем одну воздушную петлю. Перевернули. Вяжем также со второй петли от крючка, захватывая заднюю стенку петли. Также провязываем соединительные петли. Первая, вторая петля, захватываем заднюю стенку петли. Провязываем соединительный столбик и данную петлю отметьте маркером. Далее снова захватываем заднюю стенку петли и провязываем соединительные петли. Старайтесь их вязать более свободно. Если будете вязать туго, вам будет сложно вводить крючок под петли. Во втором ряду мы движемся к верху варежки, и здесь мы не довязываем 6 петель. Во втором ряду уже 48 соединительных столбиков, и в конце не провязанные оставляем 6 петель. Вот где у нас маркер: первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Далее делаем одну воздушную петлю, перевернули, вяжем третий ряд также со второй петли от крючка за заднюю стенку петли. Вот. Провязываем соединительные столбики до конца ряда. В конце я покажу, как провязать последнюю петлю. Довязываю третий ряд. В третьем ряду также 48 соединительных столбиков. И вот у нас последняя петля, где установлен маркер. Если маркер не устанавливать, иногда вот таким образом петелька теряется. Ее не провязывают, и тогда полотно начинает сужаться. Самую последнюю петлю, где у нас находится кончик нити, я говорила, это будет низ варежки. Здесь мы провязываем, захватывая обе стенки петли. Вытягиваем петлю и также провязываем соединительный столбик. Далее делаем воздушную петлю, перевернули и вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду мы также провязываем к верху варежки, и здесь уже опустимся вниз и соединим 2 непровязанные петли. Также провязываем со второй петли от крючка за заднюю стенку и крайнюю петлю отмечаем маркером. В четвертом ряду у нас уже будет 50 соединительных столбиков, так как мы провяжем плюс еще 2 непровязанные петли. Вот я дошла, где у нас ступенька. Осталось провязать здесь последнюю петлю. Вот здесь есть перемычка. И далее мы будем вводить крючок в перемычку. И здесь провяжем 2 петли.
Провязываю здесь последнюю петлю. Далее вводим крючок в данную перемычку. Опускаемся вниз в следующую петлю. Провязываем первую и еще одну. И осталось у нас в конце еще 4 петли. Далее делаем одну воздушную петлю, перевернули, вяжем 5-й ряд, также со второй петли от крючка. Соединительные петли провязываем до конца. В конце 5-го ряда, где у нас низ варежки, не забываем провязать последнюю петлю за обе стенки. Воздушная петля, поворачиваем и будем вязать 6-й ряд. Провяжем также соединительные петли кверху варежки и здесь опустимся вниз и провяжем 2 петли. Со второй петли от крючка за заднюю стенку отмечаем маркером и вяжем кверху варежки. 6-й ряд дошли до ступеньки. Вот она, перемычка. Здесь провязываю петлю. Завожу крючок под перемычку. Опускаемся вниз, провязываем первую петлю. Далее в следующую. В конце остаются еще 2 непровязанные петли. Далее делаем одну воздушную петлю, перевернули, вяжем 7-й ряд, также со второй петли от крючка, за заднюю стенку до конца ряда. Здесь в конце провязываем за обе стенки петли. Здесь в конце снова делаем одну воздушную петлю, перевернули и вяжем 8-й ряд в обратном порядке кверху варежки. И здесь соединим 2 оставшиеся петли. Провязываем 7-й ряд и возвращаемся в 8-й. В 8-м ряду осталось провязать 2 непровязанные петли. Также находим перемычку, заводим крючок, опускаемся вниз. Первую петлю провязали и последнюю. Где у нас верх варежки, здесь не обязательно провязывать за обе стенки петли, можно захватить также заднюю стенку. Вот мы провязали 8 рядов. Теперь снизу варежки отсчитываем 20 петель. Вот первая петля и в 20-ю устанавливаем маркер. Теперь вяжем 9-й ряд. В конце также делаем одну воздушную петлю. Перевернули, со второй петли от крючка провязываем соединительные петли до маркера. Вот здесь будет последняя петля провязанная, где маркер, данную петлю мы не трогаем. Здесь в конце можете также установить маркер, чтобы не пропустить данную петлю. В 9-м ряду будет 34 соединительных столбика. Вот я провязываю последний 34 возле маркера. Далее 1 воздушная петля, перевернули и вяжем в обратном порядке 10-й ряд. Здесь также будет 34 соединительных столбика. Провязываем до конца. Далее воздушная петля, перевернули, вяжем 11 ряд вниз варежки и здесь не довязываем 2 петли. В 11 ряду 32 столбика, в конце не довязываем 2 петли.
Вот идет перемычка. Смотрим сверху. Первая и вторая. Далее воздушная петля. Перевернули и вяжем 12 ряд кверху. Также здесь будет 32 соединительных столбика. Провязываем до конца. Я провязала 12 ряд. Здесь у нас уже образовались 2 ступеньки. Далее будем провязывать с 13 по 19 ряд и будем в каждом ряду не провязывать по 2 петли с одной стороны и со второй. И у нас будет образовываться ступеньки с одного края и со второго. Вяжем 13 ряд, воздушная петля, перевернули, провязываем соединительный столбик, крайнюю петлю можете отмечать маркером. В 13 ряду будет 30 соединительных столбиков. Не довязываем 2 петли. В 13 ряду не довязываем 2 петли. Воздушная петля, перевернули. Вяжем 14 ряд, 28 соединительных столбиков. Также не довязываем в конце 2 петли. В 14 ряду в конце не довязываем 2 петли. Вот где у нас маркер, первая и вторая петля. Далее воздушная петля и вяжем 15 ряд, 26 соединительных столбиков. Также в конце не довязываем 2 петли. В 15 ряду оставили 2 петли. Вот смотрите, образуются вот такие ступеньки. Воздушная петля и вяжем 16 ряд. В 16 ряду 24 соединительных столбика. Также в конце не довязываем 2 петли. В 16 ряду оставили 2 непровязанные петли. Воздушная петля, перевернули. В 17 ряду будет 22 соединительных столбика. Также не довязываем 2 петли. Я провязала 17 ряд. Далее делаем воздушную петлю, переворачиваем, вяжем 18 ряд кверху варежки, не довязываем 2 петли. Далее снова воздушная петля, перевернули, вяжем 19 ряд и снова в 19 ряду не довязываем 2 петли. Вяжем 18-19 ряд самостоятельно. Вот я провязала 19 ряд. С этой стороны у вас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5 ступенек. А здесь, где верх варежки, 1, 2, 3 ступеньки. Сейчас мы будем провязывать 20 ряд к верху варежки. И вот здесь соберем все ступеньки вниз. То есть вот здесь будем собирать все непровязанные петли. Их у нас 6. Здесь 2, здесь 2 и здесь. Вяжем 20 ряд. Воздушная петля, перевернули. Со второй петли от крючка вяжем соединительные петли. Их у нас будет в 20 ряду 24. Провязываем до ступеньки и здесь соберем все петли. Далее будем опускаться вниз, собирать петли. Находим перемычку. Вот они, перемычки. Заводим под перемычку, опустились вниз в первую петлю, провязали, далее вторую, снова под перемычку, и точно так же здесь опускаемся и провязываем оставшиеся 2 петли. Теперь будем вязать 21 ряд в обратном порядке. Провязывать мы будем до конца. И здесь точно так же соберем все ступеньки. Воздушная петля, перевернули. Вяжем 21 ряд.
В 21 ряду уже будет полный ряд. У нас будет 54 соединительных столбика. Крайнюю петлю можете отметить маркером. Также собираем все ступеньки, вводим крючок под перемычку. Опускаемся вниз. Здесь на каждой ступеньке у нас по 2 петли. Провязываем до маркера. Вот я собрала все петли. Дошли до маркера. Здесь также вводим крючок под перемычку. Опускаемся вниз. Маркер можно убрать. И теперь до конца провязываем соединительные петли. В конце провязываем за обе стенки петли. Я провязала 21 ряд до конца. И теперь мы в 22 ряду будем начинать формировать палец. Провязывать будем по вот этой стороне, а вот эту часть мы трогать не будем. Снизу варежки отсчитываем 31 петлю. В 31 петлю устанавливаем маркер. И здесь еще до верха варежки остается 23 петли. Итак, провязываем 22 ряд. Делаем воздушную петлю, перевернули. И провязываем соединительные петли до маркера. Где маркер, также провязываем за заднюю стенку соединительный столбик. Получается, снизу варежки до маркера мы провязали 31 соединительный столбик. Данный маркер не убираем. Далее набираем для пальца 12 воздушных петель. Первая, вторая, третья, 12 воздушных петель. Вот я набрала 12 воздушных петель. И теперь провязываем со второй петли от крючка. Провязываем здесь 11 столбиков соединительных. И далее еще получается до низа 31 соединительный столбик. Всего в данном ряду получится 42 соединительных столбика. Вяжем 23 ряд. Со второй петли от крючка провязываем по воздушным петлям 11 соединительных столбиков. Вот я провязала 11 столбиков. Далее провязываем вниз до конца еще 31 соединительный столбик. Я провязала 23 ряд. Далее 24 ряд делаем одну воздушную петлю, перевернули и вяжем кверху пальчика, не довязываем 2 петли. В 24 ряду должно быть 40 соединительных столбиков. В конце не довязываем 2 петли. Далее вяжем 25 ряд. Делаем одну воздушную петлю, перевернули, вяжем к низу варежки до конца. Здесь не забываем провязать за обе стенки петли. Далее 1 воздушная петля, перевернули и вяжем 26 ряд к верху пальчика. И здесь мы соединим 2 непровязанные петли. В 26 ряду собираем 2 непровязанные петли. Также заводим под перемычку. Первая петля и вторая. Далее вяжем 27 ряд. Делаем воздушную петлю, перевернули, вяжем к низу варежки. 42 соединительных столбика будет. Далее снова воздушная петля, перевернули и вяжем к пальчику
не провязываем снова 2 петли. В 28 ряду снова не довязываем, где пальчик, 2 петли. Далее вяжем 29 ряд к низу варежки до конца. 30 ряд поднимаемся к пальчику и здесь собираем 2 непровязанные петли. В 30 ряду снова соединяем 2 непровязанные петли. Далее провязываем 31 ряд до конца, 32 ряд движемся к пальчику и снова не довязываем 2 петли. В 32 ряду осталось в конце 2 петли не провязанных. Далее в конце всегда не забываем делать одну воздушную петлю, перевернули. 33 ряд вяжем до конца, 34 ряд движемся к верху пальчика и соединяем 2 непровязанные петли. В 34 ряду соединяем 2 непровязанные петли. Также вводим крючок под перемычку, опускаемся вниз, первая петля и вторая. Воздушная петля, перевернули и вяжем 35 ряд, провязываем до низа варежки. В 35 ряду будет 42 соединительных столбика. Я провязала 35 ряд, он закончился где низ варежки. Далее в 36 ряду мы соединим пальчик, и этот ряд будет самый длинный, мы должны будем подняться к верху варежки. Для начала мы провяжем 42 соединительных столбика к верху пальчика. Здесь его стянем, провяжем вот здесь вот 11 соединительных столбиков. И здесь у нас до верха варежки остается 23 петли. Также здесь их провяжем до верха. Вяжем 36 ряд, провязываем до верха пальчика 42 соединительных столбика. Вот я провязала до верха пальчика, и теперь необходимо стянуть вверх. Смотрим, здесь у нас располагаются галочки вот таким образом, смотрят наверх. Это у нас лицевая сторона. Здесь у нас галочки смотрят вниз. Это изнаночная сторона. Располагаем изнаночной стороной к себе. Петельку чуть побольше вытягиваем. Здесь смотрим, с краю находятся вот такие перемычки. Заводим крючок под первую перемычку, вторую, третью и четвертую. Захватываем петлю и протягиваем через все петли на крючке. Теперь тянем за рабочую нить и затягиваем аккуратно. Вот таким образом собирается верх пальчика. Теперь будем сшивать пальчик. Вот у нас это изнаночная сторона. Вот таким образом мы будем сшивать. Нить рабочая находится внутри. Мы соберем с этой стороны до маркера 11 петель. Вот начинается первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10 и 11 петля. Здесь уже уходит к маркеру. Эту петлю мы не трогаем. Здесь 11 петель. И с этой стороны мы тоже должны собрать 11 петель. Когда соберем 11 петель, у нас останется до низа варежки 31 петля. Итак, здесь ниточку подтянули. С этой стороны у нас идут косички. Мы заводим крючок, захватывая переднюю стенку петли. Вот находим первую косичку, захватили переднюю стенку. С этой стороны первую петлю. И провязываем соединительный столбик. Далее снова с этой стороны захватываем переднюю стенку петли. Далее вводим с этой стороны во вторую петлю. И также провязываем соединительный столбик.
Таким образом движемся к низу. Вот я соединила пальчик. Вот такой у нас получился аккуратный шов в виде косички. С этой стороны 11 петель. Вот у меня вот здесь вот закончилась последняя петля. Далее уйдет уже маркер. И с этой стороны 11 петель. Пересчитайте оставшиеся петли. Их должно быть 31. Если, допустим, у вас их меньше, значит вы где-то вот здесь вот пропустили одну петлю. Либо, допустим, больше осталось, значит вы в одну петлю провязали 2 раза. Лучше пересчитать вот здесь вот. И теперь мы должны здесь сделать переход, соединить пальчик и пойти к верху варежки. Итак, делаем соединение вот в этом месте. И чтобы у нас здесь не образовалось отверстие, делаем таким образом. Вот где у нас маркер, эта петля у нас провязанная. Далее идут петли, вот они, до конца их 23. Что мы делаем? Мы вводим крючок вот в эту петлю, где у нас маркер, за обе стеночки петли. Сейчас я маркер уберу. Сюда заводим крючок. И заводим крючок сразу же в следующую петлю за заднюю стенку. И вытягиваем петельку. Провязали. Вот таким образом соединяется здесь переход. Мы провязали первую петлю. Далее находим следующую, также за заднюю стенку. И провязываем кверху варежки. Здесь у нас 23 петли. Итак, мы провязали 36 ряд. И теперь будем вязать 37. 37 ряд будет у нас полный, идти до конца. Здесь у нас до пальчика 23 петли. И здесь у нас оставалось 31 петля. В конце делаем обязательно воздушную петлю, перевернули, провязываем до пальчика 23 петли. Петлю первую самую можете также отметить маркером. Довязываем до вот этого места, где у нас идет переход. И я здесь покажу, как мы перейдем вот в этот ряд. Возле пальчика провязываю последнюю 23 петлю. Теперь нам необходимо перейти на эту сторону. Здесь у нас вот она, следующая петля. Эта петля у нас провязана. Вот идет, мы сюда должны ввести крючок. Но снова же, для того, чтобы у нас не было отверстия, вот она идет, петля провязанная. Сюда мы заводим крючок под обе стеночки петли. И сразу же в следующую петлю за заднюю стенку заводим крючок. Захватили нить. Протянули через все петли и провязываем. Все, у нас здесь вот такой плавный переход. И далее вяжем до конца соединительные петли. В 37 ряду 54 соединительных столбика. Лучше всего пересчитайте данный ряд, чтобы у вас точно сошлись все петли. Далее будет вязать намного проще. Мы уже здесь, где низ варежки, ничего менять не будем. Мы будем здесь провязывать до конца, только будем формировать верх варежки. Вяжем 38 ряд. Воздушная петля. Перевернули. Движемся к верху варежки. Также провязываем со второй петли от крючка. И в данном ряду у нас будет 48 соединительных столбиков.
мы до конца варежки не довяжем 6 петель. В 38 ряду оставляем в конце 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее вяжем 39 ряд в обратном порядке до низа варежки, до конца 48 соединительных петель. И далее возвращаемся в 40 ряд и здесь провяжем 2 непровязанные петли. То есть в 40 ряду уже будет 50 соединительных столбиков. В 40 ряду опускаемся вниз, собираем 2 петли. Заводим под перемычку. Находим следующую петлю. Первую провязали и вторую. Далее снова воздушная петля. Перевернули и вяжем вниз 41 ряд до конца. В конце не забываем провязывать последнюю петлю за обе стенки, где у нас низ варежки. Далее возвращаемся назад, уже 42 ряд. Здесь мы соединяем, опускаемся, соединяем 2 петли не провязанные. 43 ряд вяжем в обратном порядке до конца. И в 44 возвращаемся назад к верху варежки и собираем последние 2 непровязанные петли. В 44 ряду уже будет полный ряд, будет у нас 54 соединительных столбика. Провязываем с 41 по 44 ряд самостоятельно. Как здесь соединять петли, вы уже знаете. Я провязала 44 ряд. Далее с 45 по 49 ряд будут полные ряды. В каждом ряду будет по 54 соединительных столбика. 49 ряд закончится, где низ варежки. Вяжем до 49 ряда. Я провязала 49 ряд, и теперь ряды будут вязаться намного проще. Мы будем, где у нас верх варежки, оставлять по 2 непровязанные петли, а снизу у нас ничего не меняется, мы вяжем до конца соединительные петли. Сейчас провязываем 50 ряд, движемся к верху варежки и не довязываем 2 петли. В 50 ряду не довязываем 2 петли, где у нас верх варежки. Далее вяжем 51 ряд вниз до конца. Делаем воздушную петлю, возвращаемся. 52 ряд, снова не довязываем 2 петли. Затем вяжем 53 снова к низу варежки. И 54 ряд, снова возвращаемся наверх и не довязываем 2 петли. Здесь у вас образуются лесенки. То есть еще 2 раза, когда вы будете возвращаться к верху варежки, вы не довязываете по 2 петли в конце. Вяжем до 54 ряда. Я провязала 54 ряд, в конце также не довязываем 2 петли. У вас должно получиться вот таким образом: 1, 2, 3 ступеньки. Здесь в каждой из них по 2 непровязанные петли. Итак, делаем воздушную петлю, перевернули, вяжем 54 ряд до конца. Далее 56 возвращаемся обратно и все здесь ступеньки соберем. В 56 ряду собираем все непровязанные петли. Заводим крючок под перемычку и опускаемся вниз. Провязываем здесь 2 петли. Снова под перемычку. Первую петлю и вторую. И провязываем последние 2 петли. Все, мы собрали все 6 петель. Далее воздушная петля, перевернули и вяжем последний 57 ряд. Провязываем до конца и уже потом будем сшивать варежку. Я провязала последний 57 ряд и теперь будем сшивать варежку. Складываем ее лицевой стороной вовнутрь. Изнаночная сторона, вот она, где у нас галочки располагаются вниз. Пальчик вот у нас внутри остался. Здесь находим самую крайнюю петлю.
Вот у нас кончик нити. Крайнюю петлю вводим в крючок и вытягиваем петельку. Далее будем вводить в крючок. Здесь под каждую петлю. Вот таким образом. Вот они, петельки. Здесь у нас располагаются косички. Захватываем заднюю стенку петли. Находим. Здесь мы первую уже, получается, провязали, то есть вытянули петлю. Заводим крючок во вторую петлю. И здесь точно так же заводим крючок за заднюю стенку во вторую петлю. Вот она первая, во вторую за заднюю стенку. И провязываем соединительный столбик. Далее в следующую. И с этой стороны за заднюю стенку. Таким образом провязываем до конца. Вот я прошила до конца варежки. Оставляем кончик нити. Захватываем и полностью вытягиваем через петлю. Далее продеваем нить в иглу. Теперь нам необходимо стянуть вверх варежки. Для этого иглой собираем петельки. Вот они, здесь есть такие вот перемычки тоже. Их видно. Вот идет ряд. И сверху вот такая вот перемычка идет. Вот собираем их все по кругу. В конце можно ввести снова в самую первую перемычку. И теперь нам необходимо стянуть аккуратно. Тянем за нить. Сильно не тяните, чтобы у вас нить не порвалась. Слегка тянем. Затянули. И теперь иглой снова проходим по кругу. Закрепляем нить. И слегка подтягиваем. Кончик нити прячем под петельки. Так как мы сшивали по изнаночной стороне, выворачиваем варежку. И здесь у нас получился вот такой аккуратный верх. И сбоку у нас идет шов. Его не видно. Здесь идет точно такая же косичка. Правая варежка готова. Теперь будем вязать левую. Левая вяжется в обратном порядке. Вначале провязывается передняя часть, затем вывязывается пальчик. И с этой стороны мы должны будем провязать вот этот клин. Конечно, эта часть более сложная, я ее вам покажу. Но для левой варежки я уже не буду подробно показывать, как провязывать петли и как вот делать здесь соединение по ступенькам. Это вы все видели на правой варежке. Поэтому я расскажу про каждый ряд и покажу основные моменты. Для левой варежки вы набираете точно так же 54 воздушные петли плюс 1 петля для подъема. И с 1 по 8 ряд вяжите абсолютно точно так же, как и на правой варежке. У вас должно получиться вот такое вот скругление здесь вверху варежки. Далее с 9 по 13 ряд вяжем полные ряды. Здесь у вас в 8 ряду будет 54 соединительных столбика. Далее вяжете
с 9 по 13 ряд. 13 ряд закончится, где низ варежки, по 54 соединительных столбика. Провязываем самостоятельно. Я провязала 13 ряд, и теперь с этой стороны, где у нас верх варежки, мы должны будем не довязывать по 2 петли и формировать лесенку, чтобы получилось вот такое вот скругление. То есть сейчас вяжем 14 ряд, не довязываем 2 петли. Далее 15 ряд вяжем до конца, снова провязываем в обратном порядке кверху 16 ряд, не довязываем 2 петли. 17 вяжем до конца, и 18 еще раз не довязываем 2 петли. И 19 ряд провязываем в обратном порядке к низу варежки. Провязываем самостоятельно, и здесь у вас будут ступеньки. Я сейчас провяжу и покажу, как у меня получилось. Я провязала 19 ряд, он закончился, где низ варежки. Вверху у вас должно получиться вот таким образом, такие вот ступеньки. Вот она, раз, два, три. 3 ступеньки. В каждом ряду 14, 16 и 18 мы не провязывали 2 петли. Получается всего 6 непровязанных петель осталось. Далее вяжем 20 ряд, и здесь опускаемся вниз и провязываем все 6 петель. Вот у нас перемычка, как вы помните. Заводим крючок под перемычку, опускаемся вниз, здесь 2 петли провязываем, снова под перемычку, снова 2, под перемычку и последние 2 петли. Провязываем 20 ряд, собираем все петли, делаем воздушную петлю и в обратном порядке вяжем полный ряд до конца, 54 соединительных столбика. Я провязала 20 ряд кверху варежки, собрала здесь все ступеньки, и 21 ряд к низу варежки 54 соединительных столбика. Далее в 21 ряду отсчитываем снизу, вот 1, 2, 3, 31 петлю, и в 31 устанавливаем маркер. Далее провязываем 22 ряд, воздушная петля, перевернули и провязываем до маркера. Где установлен маркер, здесь также провязываем соединительную петлю. Это у нас будет 31 соединительная петля. И далее нам необходимо для пальчика набрать 12 воздушных петель. Набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далее вяжем 23 ряд, провязываем вот по вот этим воздушным петлям. Для начала провязываем 11 соединительных столбиков. Вводим крючок во вторую петлю от крючка. Провязываем 1, 2 и движемся вниз по цепочке. Вот я провязала здесь по цепочке 11 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И далее движемся вниз, провязываем оставшиеся 31 петлю. Всего в данном ряду получится 42 соединительных столбика. Вниз мы провязали 23 ряд, 42 соединительных столбика. Далее с 24 ряда по 35 ряд вывязываем пальчик точно так же, как и на правой варежке. Можете перейти по видео на 24 ряд по правой варежке, и все точно так же провязываем. Здесь 24 ряд, провязываем не до конца, 2 петельки остаются не провязанными. И далее все повторяется, вяжем до 35 ряда. 35 ряд будет полный, вот здесь вот 42 соединительных столбика. Я провязала пальчик, здесь у меня закончился 35 ряд. Далее будем вязать 36, самый длинный наш ряд, где мы стягиваем пальчик, сшиваем его и поднимаемся наверх. Для начала в 36 ряду провязываем 42 соединительных столбика до конца пальчика. Теперь будем стягивать палец и его соединять.
Когда мы соединяем, мы складываем его таким образом, чтобы лицевая сторона осталась снаружи. Когда галочки у нас смотрят вверх, это у нас лицевая сторона, а здесь у нас галочки смотрят вниз, это изнаночная сторона. Вытаскиваем крючок, нить чуть-чуть подтянули и заводим здесь под перемычки. Вот они. Первая, вторая, третья и четвертая. Захватили петлю, протягиваем и стягиваем пальчик. Нить у нас остается внутри рабочая. Складываем пополам. Начинаем прошивать. Для начала с этой стороны захватываем переднюю стенку петли. Здесь в самую первую петлю вводим крючок и провязываем соединительную петлю. С этой стороны мы должны собрать 11 петель и здесь также 11 петель. Далее заводим под следующую переднюю стенку петли. Итак, сшиваем пальчик до конца. 11 петель. Прошили пальчик. И по вот этой стороне, вот вниз, у вас должно остаться 31 петля. Пересчитайте лучше всего, потому что, возможно, здесь вы могли там захватить 2 петли, и чтобы потом в следующем ряду не было ошибки. Здесь остается 31 петля. И сейчас наверх мы поднимаемся. Здесь у нас 23 петли. Соединяем вот этот переход. Вот смотрите, где у нас маркер. Мы заводим под обе стенки петли и сразу же захватываем следующую петлю. Вот где маркер у нас петля провязанная. Заводим крючок под обе петли. Ниточку подтянули слегка. И крючок заводим сразу же в следующую петлю. Провязываем через все петли на крючке соединительный столбик. В данном ряду это будет первый соединительный столбик. Далее следующий, второй и так далее. 23 соединительных столбика до конца варежки. Далее вяжем 37 ряд. Здесь у нас будет полный ряд до конца. Сейчас довязываем сверху варежки до пальчика 23 столбика. И я покажу еще раз, как здесь сделать соединение и перейти вот на эту сторону. Вот я провязываю здесь 22 столбик. И возле пальчика 23. Лучше всего здесь пересчитывать петли. Далее переходим на эту сторону. Здесь мы должны начать вот с этой петли. Вот эта петля провязана. Заводим здесь также под вот эту провязанную петлю за обе стеночки петли. И вот в следующую, за заднюю стенку, захватываем и провязываем соединительный столбик. И далее движемся за заднюю стенку петли, провязываем до конца. Итак, я провязала 37 ряд. В этом ряду должно быть 54 соединительных столбика. Обязательно здесь пересчитайте, чтобы у вас все было правильно. Далее воздушная петля, перевернули и вяжем 38 ряд. И здесь, где вверх варежки, не довязываем 6 петель. Я провязала 38 ряд и в конце не довязываем 6 петель. Далее мы будем провязывать вот эту часть варежки, где у нас идет вот такой вот клин. То есть теперь мы вначале будем провязывать с маленького ряда и здесь удлинять.
с этой стороны на 2 петли и с этой стороны на 2 петли. Теперь вяжем, получается, 39 ряд и провязываем 18 соединительных столбиков. Я провязала 39 ряд, 18 соединительных столбиков. Далее будем провязывать в эту и в эту сторону, добавляя по 2 петли. Сейчас провязываем 40 ряд, опускаемся здесь вниз на 2 петли. Далее вяжем в обратном порядке и здесь также опускаемся на 2 петли. Вот я провязала 40 ряд кверху варежки, здесь соединила 2 петли, в конце осталось 4 непровязанные петли. И 41 ряд вяжем в обратном порядке и здесь точно так же опускаемся вниз и провязываем плюс еще 2 петли. Таким образом, еще провязываем 4 ряда с 42 по 45 ряд. Каждый раз в ряду добавляя по 2 петли с этой стороны и с этой стороны по 2 петли. Вяжем до 45 ряда. Я провязала 45 ряд. Далее вяжем 46 до конца, до верха варежки. 47 ряд провязываем вниз и соединяем снова 2 петли. Далее 48 ряд снова поднимаемся кверху, довязываем до конца. И 49 ряд опускаемся вниз и провязываем еще 2 последние петли. Я провязала 49 ряд, и здесь в конце остается 20 непровязанных петель. Вот таким образом у вас должно уже получиться. Далее вяжем 50 ряд кверху варежки и снова не довязываем здесь 2 петли. В 51 ряду опускаемся вниз, провязываем оставшиеся 20 непровязанных петель и последующие ряды вниз провязываем до конца. Только в рядах 52 и 54, которые будут идти наверх, снова не довязываем по 2 петли. У нас формируется лесенка из 6 непровязанных петель. Итак, провязываем данные ряды самостоятельно, не довязывая сверху по 2 петли. Я провязала 55 ряд, и у вас должны получиться вот такие ступеньки. Здесь 6 непровязанных петель. Вот первая пара, вторая и третья. Далее вяжем 56 ряд кверху и провязываем вот эти все ступеньки. В ряду будет 54 соединительных столбика. И далее в обратном порядке вяжем вниз последний 57 ряд, также 54 соединительных столбика. Все, я провязала последний 57 ряд и осталось только варежку сшить. Сшивается она точно так же, как и правая.